Когда маленького мальчика оставили в заповеднике, лев заметил плачущего ребенка на дороге. Этот страшный большой хищник смотрит прямо в глаза маленькому мальчику и, издав свирепый рык, бросается к ребенку. То, что происходит дальше, просто невероятно. Было раннее утро, и вокруг никого не было. Симба, огромный лев, расхаживал по заповеднику, и утренний ветерок развивал его великолепную гриву. Внезапно он остановился и встретился взглядом с маленьким мальчиком. Заплаканные щеки ребенка покраснели и припухли, когда он посмотрел на большого хищника слезящимися глазами. Лев поднял голову и зарычал, свирепо оскалив зубы. На грунтовой дороге маленькому мальчику некуда было бежать. Симба снова зарычал и уставился на ребенка, в его глазах вспыхнул гнев. Жил в заповеднике с тех пор, как Фрэнк, смотритель дикой природы, спас его детенышем. Фрэнк нашел Симбу, прижавшегося к безжизненному телу своей матери, после того, как на нее напали браконьеры. Детеныш был слишком мал, чтобы жить без матери, поэтому Фрэнк вырастил его сам, вставал в любое время суток, чтобы покормить его и присмотреть за ним. Фрэнк работал в заповеднике с 16 лет, поэтому понимал, как важно скорее познакомить Симбу с другими львами, пока он не стал слишком зависеть от людей. В большом заповеднике было несколько львиных прайдов, и Фрэнк просто надеялся, что одна из опытных мам возьмет Симбу к себе, поэтому, как только детеныш достаточно окреп, рейнджер поместил его к помету львицы, у которой только что родился третий детеныш. Она была яростной защитницей, но при этом одной из самых нежных львиц, которых Фрэнк когда-либо встречал. К счастью, львица приняла Симбу. Фрэнк был очень доволен результатом, и в течение следующих нескольких лет он наблюдал, как Симба рос и отделялся от прайда. Львы-самцы были одиночками, и покидать безопасную территорию прайда в первый раз всегда было опасно. Фрэнк знал, что шансы Симбы на выживание в заповеднике были выше, но все же оставался шанс, что он столкнется с более доминирующим самцом, и эти двое будут драться за территорию или самок. Фрэнку больше всего в работе в заповеднике нравились львиные прайды, и он всегда внимательно следил за Симбой. Спасший его еще детенышем молодой рейнджер был лично заинтересован в выживании льва. Но вскоре Симба совершил то, чего рейнджер и представить себе не мог. Несмотря на трудное начало своей жизни, Симба, казалось, хорошо зарекомендовал себя в заповеднике. Благодаря своей храбрости, свирепому настрою и огромным размерам он вскоре стал одним из самых доминирующих самцов в заповеднике. Фрэнк знал, что было много боев, в которых Симба выходил победителем. Это было неприятно, но это была природа, и животные жили в заповеднике так, как жили бы в дикой природе. Единственная разница заключалась в том, что здесь они были в безопасности от браконьеров, и при необходимости к их услугам была ветеринарная бригада. Важно было обеспечить выживание животных, так как многие из них были вымирающими видами. И хотя Фрэнк время от времени беспокоился о Симбе, он знал, что тот находится в наилучшем положении. Несмотря на то, что заповедник делал все возможное, чтобы защитить животных от браконьеров, в последнее время у них возникли некоторые проблемы с охотниками, которые пробирались в заповедник. Хотя ни одно животное пока не пострадало, теперь было крайне важно укрепить границы вокруг заповедника и остановить браконьеров. Именно из-за этих ослабленных границ Симба столкнулся лицом к лицу с плачущим ребенком. Лев пробудился ото сна, солнце уже вставало, в его животе тихо заурчало, и лев лениво потянулся. Пришло время охоты. Но что-то заставило льва остановиться. Донесшийся от ветра звук и странный знакомый запах в воздухе привлекли его внимание. Лев прислушался к своим ощущениям и внезапно заметил на грунтовой дороге брошенного плачущего мальчика. Симба облизнул губы, приближаясь к ребенку. Маленький мальчик сидел посреди дороги. Ему было не больше 3 лет, и он плакал громко и страдальчески. Лев начал кружить вокруг мальчика, не сводя с него глаз. Внезапно он остановился. В воздухе появился новый запах. Симба фыркнул, и его шерсть встала дыбом. Он встретился взглядом с маленьким мальчиком, чье лицо распухло от слез. Симба издал устрашающий рев, оскалив зубы, и потрясенный мальчик замолчал.
Казалось, глаза Симбы наполнились гневом, но ребенок заметил, что лев смотрит не на него. Внезапно Симба бросился к маленькому мальчику и перепрыгнул через его голову. Ужасный глухой звук заставил мальчика обернуться. Второй лев был прижат к земле, а Симба возвышался над ним, рыча и нанося удары своими огромными когтями. Два льва вступили в короткую схватку, но второму льву было не справиться со Симбой. Пока Фрэнк шел по грунтовой дороге, не подозревая о невероятном зрелище, которое его ожидало, второй лев пытался вырваться из когтей Симбы. Рейнджер завернул за угол и увидел двух дерущихся львов. В его работе это было обычное зрелище, но когда он увидел маленького мальчика всего в нескольких футах от львов, ему стало плохо. Он понятия не имел, как ребенок попал в заповедник, но знал, что ему грозит опасность. Фрэнк нажал на педаль, направляя свой джип на большой скорости к мальчику. Второй лев освободился от Симбы и захромал прочь, в то время как лев покрупнее зарычал и повернулся к ребенку. Фрэнк любил Симбу больше всего на свете, но если бы он причинил вред маленькому мальчику, это стало бы катастрофой для заповедника. Но то, что произошло дальше, чуть не заставило Фрэнка разбить свой джип от шока. Огромный лев лег рядом с мальчиком, создав вокруг него защитный барьер, и принялся осматривать территорию, чтобы убедиться, что вокруг больше нет ничего, что могло бы причинить вред ребенку. То, чему Фрэнк только что стал свидетелем, не было дракой двух львов за еду. Симба защищал ребенка. Он напал на другого льва, чтобы спасти мальчика. Фрэнк вспомнил тот день, когда он увидел Симбу, скулящего у тела матери. Неужели он увидел в плачущем ребенке что-то, что вызвало у него отклик? Что бы ни случилось, Фрэнк был поражен. Но несмотря на то, что лев защищал мальчика, рейнджер должен был убрать его с дороги и выяснить, что произошло. Фрэнк заглушил двигатель и медленно открыл дверцу джипа. Из всех рейнджеров заповедника Фрэнк был единственным, кому Симба доверял. Молодой мужчина мог часами наблюдать за львом и выслеживать его, и тот никогда его не беспокоил. Симба всегда знал, что он рядом, но, похоже, он все еще помнил, как Фрэнк спас его. И это заставило его относиться к рейнджеру по-другому. Выходя из машины, он просто надеялся, что теперь это сыграет ему на руку. Симба наблюдал, как Фрэнк придвинулся ближе, но огромный лев не торопился уходить. Он оглядел рейнджера с головы до ног, словно оценивая его надежность, и, потянувшись, встал и пошел прочь. Фрэнк взял ребенка на руки. Когда Симба был рядом, ребенок казался спокойным, но теперь, когда лев ушел, мальчик снова начал плакать. У Фрэнка не было другого выбора, кроме как держать мальчика на руках, ехать осторожно и медленно обратно в офис. Все это время его мысли лихорадочно метались. Почему его бросили на дороге? Он все еще был в шоке от невероятных действий Симбы. Самый быстрый способ попытаться получить ответы на вопросы о мальчике — это просмотреть записи с камер видеонаблюдения в надежде, что они что-то зафиксировали. Однако, просмотрев записи камер, установленных на территории заповедника, Фрэнк увидел то, что разбило ему сердце. На кадрах, снятых сразу за границей заповедника, в поле зрения попала старая потрепанная машина. Фрэнк с трудом разобрал, что это был молодой человек. Через несколько мгновений из машины вышла молодая женщина с ребенком на руках. Она быстро огляделась и, казалось, нашла то, что искала — слабое место в заборе. После нескольких попыток она пролезла с ребенком и положила его на грунтовую дорожку, где Фрэнк его и нашел. Смотритель парка наблюдал, как женщина поцеловала маленького мальчика в лоб, а затем вернулась в машину без него. Фрэнк чувствовал себя еще более растерянным, чем когда-либо. Поцелуй в лоб был нежным и любящим, и что-то подсказало Фрэнку, что у женщины не было другого выбора, кроме как бросить маленького мальчика. Но почему на территории заповедника? Думала ли она, что камеры наблюдения будут установлены так, что ребенка немедленно заберут? Думала ли она, что поблизости есть рейнджер, который спасет ребенка? Молодой человек догадывался, что никогда не узнает ответов на все вопросы. Он, конечно, собирался сделать все возможное, чтобы найти родителей мальчика, но что-то подсказывало ему, что они давно пропали. После просмотра отснятого материала Фрэнк приготовил мальчику что-нибудь поесть. Ребенок, казалось, успокоился
и рейнджер решил, что сейчас самое подходящее время попытаться получить от него хоть какую-то информацию, прежде чем звонить властям. Однако ребенок выглядел испуганным, и самое большее, что Фрэнк смог от него узнать, это то, что его зовут Дэвид. Пришло время сделать несколько трудных телефонных звонков, но, разговаривая с представителями власти, Фрэнк наблюдал, как Дэвид осторожно ест свою еду, и его осенила любопытная мысль. Фрэнк спас маленького львенка, когда умерла его мама, и только что стал свидетелем того, как тот же лев защитил маленького ребенка, которого бросили родители. Казалось, что все вернулось на круги своя. Только на этот раз некому будет присмотреть за мальчиком, когда он уйдет от Фрэнка, в то время как Симба всегда оставался с рейнджером. Молодой человек понимал, что отчаяние, должно быть, заставило родителей покинуть его. Некоторые жители деревни вокруг заповедника были бедны, и Фрэнк знал, что забота о ребенке обходится дорого. Он вспомнил видеозапись, на которой Дэвид отчаянно ищет родителей, и его охватила печаль при мысли о том, что может случиться с ним, когда он покинет заповедник. Когда прибыли представители власти, Дэвид просматривал видео на телефоне Фрэнка. Поев немного, маленький мальчик оживился и продолжал показывать на улицу, приговаривая «Лев», издавая при этом рычащий звук, над которым рейнджер не мог удержаться от смеха. Фрэнк поинтересовался у властей, что будет с ребенком. Они сказали, что если не смогут найти никого из родственников, кто согласился бы взять ребенка, то его отдадут в детский дом в надежде на усыновление. Казалось, что для маленького ребенка это такие большие перемены и потрясения, и Фрэнк не хотел думать о том, как это повлияет на него. Тогда молодой рейнджер вызвался позаботиться о ребенке, пока власти будут искать его семью. Это был безумный шаг. У него не было опыта ухода за детьми, но маленький мальчик покорил его сердце так же, как Симба много лет назад. Однако всего несколько дней спустя Фрэнк получил плохие новости. Семью Дэвида найти не удалось. Маленького мальчика придется отправить в приют. Рейнджер пристально посмотрел на мальчика. За такой короткий промежуток времени он так хорошо освоился, а буквально вчера Фрэнк взял его на прогулку посмотреть на львов, и мальчик завизжал от восторга при виде бегающих львят. Фрэнк знал, что позже в жизни у Дэвида возникнут вопросы о том, почему его бросили, и хотя никто никогда не сможет ответить ему, наверняка найдется кто-то, кто скажет ему, что родители любили его. Кто-то, кто мог бы рассказать ему, как храбрый лев защитил его и спас ему жизнь. Этим человеком был Фрэнк. Молодой человек принял решение. Приюта для Дэвида не будет. Рейнджер усыновит его. Следующие несколько месяцев были трудными, так как Фрэнк проходил долгий процесс усыновления, чтобы стать законным опекуном Дэвида. Но, наконец, отец и сын отправились на прогулку, чтобы посмотреть на львов и отпраздновать вместе их новую главу в жизни. Неподалеку от того места, где был найден Дэвид, Симба грелся в лучах вечернего солнца. Когда джип медленно проезжал мимо, лев заметил маленького мальчика, который смотрел на него через окно. Симба лениво поднял голову, чтобы посмотреть на человека, который теперь спас не только его, но и маленького мальчика. Фрэнку не терпелось рассказать сыну всю историю Симбы, как только тот станет достаточно взрослым, чтобы понимать. Дорогие зрители, что бы вы сделали на месте Фрэнка? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.